Жизнь человечества в опасности. Ей угрожает страшный динозавр, который хочет вернуть царствование динозавров на планете Земля. Это его мечта. Так строится последний 21-й роман живого классика российской словесности Виктора Пелевина. Кто-нибудь читал Пелевина? Отлично. Вот я вижу одного человека, который читал Пелевина. Пелевин – это живой классик, он написал уже 21 роман. Чем он известен? Он умеет ощутить какие-то тенденции, какие-то перемены, какие-то настроения в обществе. Он выпускает по одной книжке каждый год, и по его книгам можно увидеть, судить, что происходит в обществе. И вот в своей последней, 21-й книге, он предупреждает, что мировое древнее зло готово вторгнуться в человечество. Действие происходит в вымышленной вселенной. Это писатель-фантаст. И эта вселенная называется трансгуманизм. Это эпоха, когда богатые люди давно уже обрели бессмертие, они перенесли свои мозги из человеческих тел в банки. Знаете, вот человеческий мозг может долго-долго существовать в банке. Богатые живут в банках, бедные работают, обслуживают эти банки. Повестка ЛГБТ давно победила, фем-активизм давно победил. Но древнее зло не дремлет, и вот этот динозавр пытается вернуть человечество в мезозой, вернуть мир динозавров. Чтобы это сделать, ему нужно воплотиться в какого-то человеческого героя, и он находит на Киче в тюрьме петуха-добровольца. Он обещает дать этому добровольцу и знания, и власть, и, в общем, человечество ждут ужасы. Динозавры снова, вот эти чудовища будут править на земле. Все кончается, конечно, хорошо. Сегодня мы с вами будем говорить о загадке зла в книге Откровения, потому что, на самом деле, я убежден, Пелевин в своем романе, он опирался, он сдирал с книги Откровения. Книга Откровения гораздо круче его последнего романа, который называется «Круть». И эта книга отвечает на вопрос, почему зло существует на земле. Я сегодня вас поздравил с Новым годом, с новыми надеждами. Я хочу вам признаться, мне уже больше 40, и я не верю, что с каждым годом будет лучше. Каждый год одно и то же. Кажется, что самое плохое позади, но оказывается, что это была еще светлая полоса. С каждым годом. И меня удивляет, что в жизни успеха добиваются нехорошие люди. Вот книга Откровения задает такой вопрос: почему зло торжествует на земле? Другой вопрос, который мы с вами попытаемся прощупать: как вычислить Антихриста? Как узнать Антихриста? Как вычислить его? Как распознать знак зверя? Это вопросы, которые с вами мы будем обсуждать сегодня. Если я что-то не скажу, время у меня ограничено, подойдите, спросите после проповеди, я с радостью с вами поговорю. Я вам расскажу больше, чем я могу сказать здесь на сцене. Мы начнем с вами чтение 13 главы книги Откровения. И я хотел бы, перед тем, как мы туда пойдем, прочитать 18 стих 12 главы. Это последний стих 12 главы. Почему я хочу его прочитать? Потому что он как бы предшествует, он задает тон всей 13 главе. Синодальная Библия, традиционная русская Библия, переводит 18 стих 12 главы как «И стал я на песке морском, и я увидел». Большинство современных переводов, как Российское библейское общество, Международное библейское общество, Заокская Библия, перевод Кулакова, переводят это немного по-другому. И вот дракон встал на берегу моря, буквально на песку моря. Почему вот такая разница в переводах? Потому что современные переводчики имеют доступ к лучшим, более древним манускриптам. И в лучших греческих манускриптах такая форма: «он встал», а не «я встал». Почему это так важно? Первое. Кто помнит, что происходит в 12 главе книги Откровения? В 12 главе книги Откровения появляется древний змей-дракон. Это сатана, это дьявол. И
Он пытается всячески помешать замыслу Бога, доброму замыслу Бога. Он нападает на женщину, облеченную в солнце. Он пытается помешать ей родить младенца, который должен стать спасителем. Он пытается что-то сделать против этого, но все равно ребенок-спаситель рождается, приходит в мир, возносится к Богу, восседает на его по правую руку от престола Бога. Затем он пытается вести войну на небесах и проигрывает звездную войну. Против него ведет бой архангел Михаил и сбрасывает его с небес. Дракон, дьявол, сатана, древний змей падает на землю, продолжает гоняться за женщиной и за ее детьми. И женщина и ее дети символизируют народ Божий во всей его полноте. Народ Божий во времена Ветхого Завета, народ Божий во времена Нового Завета. И вот сейчас этот упавший, опущенный дракон падает на песок морской, он оказывается на морском берегу, и он вызывает подмогу. Ему нужна помощь. И вот сейчас мы с вами прочитаем, как это все происходит. Тут я увидел, как из моря поднимается зверь, у которого 10 рогов и 7 голов. На рогах его 10 венцов, на головах написаны кощунственные имена. Зверь, которого я видел, был похож на леопарда, но у него были медвежьи лапы и львиная пасть. Дракон дал зверю свою силу, свой трон и свою власть. Одна из голов зверя, казалось, получила смертельную рану, но эта рана зажила. И все жители земли в изумлении пошли за зверем. Они поклонились дракону за то, что тот дал зверю такую власть. Они поклонились зверю и говорили: разве еще есть кто-то подобный этому зверю? И кто может с ним сразиться? Зверю было дано говорить надменные и кощунственные слова, и ему было позволено властвовать 42 месяца. Он раскрыл свою пасть, чтобы клеветать на Бога, на Его имя, на Его жилище и на всех жителей неба. Ему была дана также власть вести войну со святыми и победить их. Он получил власть над всяким родом и племенем, языком и народом. И поклонятся ему все жители земли, кроме тех, чьи имена записаны еще от создания мира в книге жизни у ягненка, который был принесен в жертву. Если у кого есть уши, пусть услышит. Кому суждено идти в плен, тот пойдет в плен. Кому суждено быть убитым мечом, тот будет убит мечом. От святых требуется терпение и верность. Потом я увидел другого зверя. Он выходил из земли, и у него было 2 рога, как у ягненка, но говорил он, как дракон. Он наделен всей властью первого зверя и действует от его имени. Он заставляет всех жителей земли поклониться первому зверю, у которого зажила смертельная рана. Он совершает великие чудеса и даже сводит огонь с небес на глазах у людей. Этими чудесами, которые ему было дано совершить от имени зверя, он обманывает жителей земли. Он сказал им, чтобы они воздвигли изображение зверя, который был смертельно ранен мечом, но выжил. Этому второму зверю было дано вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы оно смогло говорить и действовать так, чтобы был казнен всякий, кто не поклонится изображению зверя. Еще он устраивает так, чтобы все люди, малые и великие, богатые и бедные, свободные и рабы, получили клеймо на свою правую руку или на лоб. Все, кто не имеет такого клейма, не могут больше ничего не купить, не продать. Клеймо – это имя зверя или число, обозначающее его имя. Здесь нужна мудрость. Тот, кто наделен разумом, пусть высчитает число зверя, потому что это число человека, и число его 666. Прежде чем мы с вами будем говорить об этом отрывке, о 13 главе книги Откровения, Апокалипсиса, я хотел бы, чтобы вы представили всю книгу целиком. Книга начинается с пролога, сначала с эпилога и основные 9 частей в этой книге. Сначала описаны 7 церквей, затем идет картина видения тронного зала, где задается вопрос, кто может снять печати с этой книги. Книга – это
Божий замысел о спасении человечества? И ответ, конечно, только ягненок, потому что он принес себя в жертву. Ягненок открывает книгу за 7 печатями, и начинаются суды 7 печатей. Затем происходят суды 7 труб, 7 чаш. Мы читаем о падении Вавилона, последней победе и новом творении. И я хотел обратить ваше внимание, что то, что мы с вами сегодня будем обсуждать, находится в самом центре книги Откровения. Вот это сердце книги Откровения. И впервые в книге Откровения дается ясный ответ, почему торжествует зло. Почему торжествует зло, почему святые терпят поражение. И долго ли будет длиться это поражение? Кому принадлежит конечная победа? Зло торжествует сейчас. Если вы думаете, что вы живете в хорошем мире, не обманывайте себя. Книга Откровения открывает нам эту тайну. Зло торжествует сегодня. И когда оно закончится, когда придет всадник на белом коне. Вот сегодня мы с вами будем говорить, как действуют силы зла. Дракон и 2 его зверя преследуют 144 тысячи избранников Бога. Они преследуют 2 свидетелей. Откровение 11 глава рассказывает о том, что 2 свидетеля погибают от руки зла. Дракон потерпел поражение в звездной войне. Дракон сброшен, опущен с неба. Это опущенный противник. Но он обозлен, он очень сердит. И он вызывает на помощь своего сына. Он вызывает из моря первого зверя. Море в Библии представляет собой место, область, которое заселено злыми существами. Животное такое под именем Левиафан. Это олицетворение хаоса, олицетворение сил, враждебных Богу. Сам дракон является таким Левиафаном, и зверь из моря является его сыном. Он вызывает его из глубин моря, чтобы он пришел к нему на помощь. И этот морской монстр делает заявку на божественность. Он изрыгает кощунственные имена. Мы с вами говорили о том, что книга Откровения была написана в конце 1 века во время царствования императора Домициана. Чем было известно правление Домициана? Домициан потребовал поклонения к себе как к Богу, как к живому Богу. Он требовал, чтобы его называли Dominus et Deus. Dominus et Deus на латинском означает «Господь и Бог». Он требовал этого. И монеты того периода показывают, что императоры себя отождествляли со спасителями, сынами Божьими и прочее, прочее. И для христиан 1 века такие монеты, такие заявления от императора, что он является Господом и Богом, это было кощунством. По всей территории империи и особенно на территории провинции Азия были установлены и устанавливались храмы, посвященные империи, императорам. Почему? Потому что жители провинции Азии, это современная Турция, они видели экономическое процветание, политическую стабильность в Римской империи, и они хотели выразить свои верноподданнические чувства. Они строили эти храмы и обслуживали их. Была целая армия жрецов, которые заставляли людей поклоняться императору. Нужно было раз в год предположительно сходить, произнести эту фразу «Dominus et Deus» – «Господь мой и Бог». Это была клятва на верность империи. Если у вас вы делаете эту клятву, у вас все в порядке. И вот сын дракона делает заявку на эту божественность. Христиане 1 века отвергают эту заявку. Также тайновидец нам рассказывает о смертельной ране. Одна из голов дракона была смертельно ранена. И внимательный читатель сразу обнаруживает здесь имитацию под ягненка. Морской монстр, как будто бы ягненок, как будто бы Христос, который умер и воскрес. Те, кто жили в 1 веке,
слышали и хорошо знали легенду о воскресшем Нероне. Это была легенда, но она была очень-очень популярной. Был такой до Домициана император по имени Нерон. Нерон был злодей по жизни. Вот такой вот просто злодейский злодей, который злодействовал злодейски. И он был первым из римских императоров, кто намеренно преследовал христиан. Он поджег Рим, но обвинил в этом поджоге христиан. И он развлекался таким образом. Он хватал христиан, их прибивали к столбам, обвязывали к столбам, обливали горючей смесью и поджигали ночью. Христиане служили живыми факелами. Вот это то, что происходило при Нероне. Но Нерон достал не только христиан, он достал всех окружающих. Когда Сенат издал указ о его низвержении, то он совершил самоубийство. Он себе мечом в шею заехал и умер. Но вот люди же, они такие, всегда верят в теории заговоров и прочее. Многие считали, что Нерон на самом деле не умер, а сбежал, воскрес и сбежал куда? В Казахстан, в Центральную Азию. Он обратился к великому народу парфян. Вот парфяне населяли тогда Центральную Азию. И парфяне – это был единственный народ, которых римляне боялись. Они боялись врага с севера. И этот воскресший Нерон, многие думали, как раз поехал за помощью к парфянам, и эти парфяне придут и опрокинут Рим. И при императоре Домициане в конце I века появилось 2 или 3 таких самозванца, которые говорили, что они воскресшие Нероны. И один представлял очень большую угрозу. Домициану удалось просто невозможно. Он отговорил парфян уйти с территории Римской империи. Смертельная рана – это прежде всего напоминание о том, что зверь – это подделка Бога. Он подделывает работу Бога. Он подделывает работу Христа. Мы также узнаем, что морской монстр имеет свои сроки. Ему дано 42 месяца. Кем дано ему 42 месяца? Богом дано ему это правление на 42 месяца. 42 месяца мы не знаем, это буквальные 42 месяца, то есть 3,5 года или плюс-минус, что угодно. Я считаю, что эти 42 месяца – это последний срок, последняя неделя, если хотите, последнее время перед пришествием Иисуса. Мы с вами еще не живем в эти 42 недели. Эти 42 недели нас ожидают еще в будущем. Но эти 42 недели будут самыми жесткими. И во время этих 42 недель будет происходить полный произвол. Но нужно помнить, что 42 месяца, они кажутся долгими для тех, кто живет внутри этих 42 недель. Но на самом деле они очень короткие по сравнению с тысячами годами, которые установит Иисус на земле. Кто-нибудь служил в армии? Нет? Вот я служил 2 года, вернее 25 месяцев. Я помню день в день. Для меня они тянулись как, вот не могу как. Вот я только потом понял, что 2 года это пустяки по сравнению с остальной жизнью. А вот так будет последние 42 недели. Они будут казаться невероятно тяжелыми, но это кончится быстро. В замысле Бога это будет короткий срок. У монстра есть свои сроки. У монстра свои сроки. Зверь от земли появляется. Первый зверь из моря – это такой политическая власть. Это он устанавливает последнюю империю. А зверь от земли – это замаскированный зверь. Он как бы похож на ягненка. Он тоже подделывается под ягненка. Кто-то сказал давным-давно, знаете, что дьявол – это обезьяна Бога. Дьявол – это обезьяна Бога. Дьявол постоянно все время пытается подделаться под Бога. Он имитирует Бога. И вот зверь от земли – это замаскированный зверь. Он кажется ягненком. На самом деле слова у него дракона, слова у него дьявольские. Он является также поддельным пророком. Он совершает великие знамения, он совершает великие чудеса, он низводит огонь с неба. Это напоминает нам о чудесах, которые совершал пророк Илия и Елисей. И на самом деле в истории человечества были люди, которые могли совершать вот то, что кажется нам невозможным.
Книга Второзакония предупреждает, если появится такой человек, который будет совершать чудеса и невозможное, а потом после этих чудес будет требовать поклоняться кому-то другому, а не Богу Израиля, то это не настоящий пророк, это поддельный пророк. Необходимо отказаться от такого пророка, но этот пророк, поддельный пророк, будет во всем поддерживать первого зверя, политического властителя, и у него будет поддельная печать. Эта печать называется знаком зверя 666. В те времена печать как наносилась? Это была татуировка. Татуировка. Татуировки вот такие же древние, как все человечество. Люди набивали себе татуировки по разному поводу, но чаще всего татуировка означала, что принадлежность. Например, ставили рабам как раз на правую руку в первом веке знак хозяина. Кто является хозяином? Если человек убежит, то по татуировке определяют его хозяина. Это вот типа скота. Вот его заклеймили, теперь он на всю жизнь является его собственностью. Или ставили преступнику на лоб. Ранним христианам в первом веке за их непослушание перед римскими властями часто ставили татуировку с буквами АД или АМ. Это означало на рудники, на медные рудники. Они должны были проводить время на этих медных рудниках. Так что печать зверя – это, скорее всего, татуировка в представлении Иоанна. И эта татуировка была как-то связана с именем зверя. И сейчас мы с вами попробуем разобраться, что такое 666. На протяжении истории церкви выдвигалась масса предположений. Что такое 666, кого она обозначает и прочее, прочее. И под это, в общем, много сил было отдано. Например, герой романа «Война и мир» Пьер Безухов, он ночи не спит, пытается вычислить. И, конечно же, он понимает, что 666 – это имя Наполеона. Вот так времена меняются, и я вам хочу сказать, братья и сестры, что не вгоняйте не себя в такую горячку. Здесь нужна мудрость. Тот, кто наделен разумом, пусть высчитает число зверя, потому что это число человека и число его 666. Нужно сказать, что в некоторых древних манускриптах число зверя было 616. Вот я сейчас попробую объяснить, как это работает. В древние времена чисел не было. Арабские числа пришли достаточно поздно. И люди пользовались буквами алфавита для чисел. Например, евреи пользовались еврейским алфавитом. Еврейскими буквами для того, чтобы какое-то число, за каждой буквой было закреплено числовое значение. Греки тем же самым образом пользовались буквами. Например, в Помпеях, разрушенные Помпеи, нашли такое граффити, надпись на стене. Молодой человек пишет, это сохранилось до сих пор: «Я люблю девушку, чей номер 545». Девушка должна была прочитать и понять, что он ее любит. Как она могла понять, кто эта девушка? Она брала греческие буквы, брала их числовые значения и понимала, я люблю Аню, скажем, я люблю Машу. Это можно было зашифровать. Я люблю Айгуль. В Сибилиных пророчествах, этот древний христианский текст, имя Иисуса было зашифровано как 888, 3 восьмерки. Этот прием, когда числа использовались вместо букв, называется гематрия. Это одно и то же слово, как происходит от геометрии. Геометрия, гематрия – это числовая загадка. А большинство современных ученых, большинство богословов согласны, что Иоанн, тайновидец Иоанн, имел в виду кесаря Нерона. Если взять имя кесаря Нерона и его в еврейский алфавит перебросить, то получается сумма букв 666. Но имя Нерона могли произносить по-разному. Либо Нерон, либо Неро. Если отбросить последнюю букву «Н», то получается 616. Это 616, либо 666. Почему это так важно? Потому что
вот этот зверь ассоциировался с Нероном, злодейским злодеем. И Бог действует по образцам. И тайновидец говорил о том, что последний злодей, который придет, он будет страшнее Нерона, он будет напоминать о Нероне. Не обязательно это будет воскресшим Нероном, он будет таким злодеем, как Нерон, только хуже. Сейчас пару слов, кто такие звери дракона. Богословы тоже разделяются, кто же эти звери. Очень большая группа богословов считает, что оба зверя не относятся к каким-то конкретным личностям, они обозначают группы людей. И зверь из моря – это безбожная империя. Вообще все империи безбожны. Вот какую бы религию они не исповедовали, они безбожны. Империя работает только на себя, и боги ей совершенно не нужны. Зверь от земли – это культ империи. Вот в первом веке Римская империя требовала поклонения к себе, и в Малой Азии выстраивались храмы, выстраивались статуи, посвященные императорам, и их обслуживала целая армия жрецов. Это культ империи. И главный аргумент вот в этом, что звери в книге Даниила, 7 глава, являются империями, не являются личностями. Но также большая часть богословов, и я с ними, наверное, соглашусь, скорее, чем не соглашусь, они говорят, что звери дракона могут и относиться в целом к этим группам, но также это может означать какую-то личность. Почему? Потому что дракон – личность, дракон, дьявол – это личность, и поэтому зверь из моря – это тоже личность, и часто его называют антихрист. Вот антихрист – редкое слово в Новом Завете, но появляется в письмах Иоанна. Антихрист – это личность, которая бросает вызов Христу вместо Христа. Это политический правитель, это какой-то император последнего времени. А лжепророк – это пропагандист, это министр пропаганды вот этого последнего императора. Императоры не могут без пропаганды. Знаете, на чем строится империя во все времена? Мне выпала удача, я читал тексты, написанные пропагандистами, скажем, 6 века до нашей эры, писали от имени ассирийских царей. Ассирийские цари верили в свое высокое предназначение. Они считали, что боги дали им поручение нести свет и истину всему человечеству. И пропагандисты, которые их обслуживали, жрецы и пророки, они говорили: вот, иди, побеждай эти все эти народы, боги дали тебе эту власть. В общем, чтобы установить свет и истину, требовалось только одно – это надо всех перерезать, кто с тобой не согласен. Вот с этой идеей жили не только ассирийские цари. Чингисхан – это точно такой же правитель, который мечтал установить империю на протяжении всего земного шара, принести мир, процветание и прочее, но все, кто с ним был не согласен, просто вырезать. Тимирлан тоже мечтал принести мир и процветание всем народам земли. Для противников, кто не хотел, он складывал эти большие кучи. Сталин точно такой же, он мечтал облагодетельствовать все человечество. Они все благодетели, императоры, они благодетели, они хотят нас привести в эпоху процветания, экономического какого-то этого дела, и их всегда обслуживает большая пропагандистская машина. Это то, что происходит всегда, и то, что будет происходить в последние 42 недели. Появится последний император, который скажет: все точно, я вам обещаю мир во всем мире. Через неделю. Я сейчас не буду даже пытаться называть имена, это пары сейчас, мы с Тамарой ходим парой. Антихрист всегда ходит с лжепророком. Если я сейчас буду называть имена из текущих политических деятелей, это все будет пальцем в небо, гадание на кофейной гуще, и будет определять мои политические просто пристрастия, чем это. Почему я это не делаю? Потому что я не верю, что мы живем в последние 42 недели. Это все мелкие антихристы. Я поговорю о них, о мелочах чуть позже, хорошо? Но это еще не они. Они только нам сигнализируют. Это хорошая иллюстрация, мир за одну неделю. Пару слов. Как
Кощунственная Троица действует на земле в последние 42 недели. Почему кощунственная Троица? Дракон и два его зверя – это имитация Троицы. Дракон – это отец, зверь из моря – это его сын, а пропагандист – это типа Святой Дух. Вот он вещает слово. Вот что мы видим на земле? Мы видим произвол. Они делают, что хотят. Никто их остановить не может. Зло торжествует, но мы должны помнить, что это только часть замысла. Когда мы читаем, что ему дана власть на время, кем она дана? Она дана не драконом, она дана Богом. Главная тема книги Откровения – это высшая власть Бога. Бог движет историей. Дьявол не является его противником. Вся книга движется к битве в Армагеддоне. Но на самом деле этой битвы нету там в Армагеддоне. Появляется настоящий царь, появляется Иисус. И все заканчивается. Бог правит историей. Бог правит историей. Мы помним историю Иосифа. Бог умеет оборачивать человеческое зло в добро. Зло торжествует но это часть доброго замысла. Мы должны доверять Богу, даже когда нам кажется, что зло торжествует. Кощунственная Троица требует к себе поклонения. И я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, что вся книга Откровения показывает интересную вещь, что Бог до самого последнего момента несет Евангелие через ангелов, через двух свидетелей, через 144 тысячи. Как отвечают жители земли на суды и на Евангелие? Они больше и больше озлобляются против Бога. Они даже не желают близко раскаиваться в своем зле. Они превозносят зло. Чем им хуже, тем они больше поклоняются злу. И третий момент – это ложная печать, поддельная печать. Эта печать означает принадлежность. Какую печать жители земли выбирают? Печать агнца или печать зверя? Кому они принадлежат? Кому они принадлежат? Это основной вопрос книги Откровения. Кому мы принадлежим? Мы принадлежим Иисусу, агнцу, либо мы принадлежим зверю. Я вам даю простой ГОСТ. Как узнать дьявола? Это ГОСТ дьявола. Он ответит на вопрос, где искать антихриста, как узнать тех, кто получил знак зверя. Я сейчас вам буду это говорить. Вы попытайтесь это представить из ваших знакомых. Кто-нибудь подходит под этот ГОСТ или нет? Но многие ищут в 21 веке печать зверя в совершенно невероятных вещах. Например, одна из догадок – это ИНН. Да? Вот это нас в систему вводят, и все, мы уже становимся частью системы, и крутись, не вертись, налоги плати. Вот зверь требует с нас налоговых этих дел. Штрих-коды, знаете, да, что в штрих-кодах 3 шестерки? 3 шестерки. И вот если вы используете штрих-код, покупаете, то все, на вас уже печать зверя, вы часть всей этой системы зла, и надежды у вас никакой нет. А вакцинация. Вот мы все пережили ковид, были призывы к вакцинации, и находились группы, и до сих пор группы людей, которые считают, что Билл Гейтс – это антихрист, который нас решил с помощью этих вакцин покорить себе, поставить печать зверя, и вот мы уже как зомби, все, кто принял эту вакцину. Я принимал, между прочим, вакцинировался. Поехать просто никуда невозможно. Кредиты, чипы. Вот если у вас кредитка есть, то вы тоже там. QR-код – это последняя версия, что такое печать зверя. Я не верю во всю эту галиматью. Это не знак зверя. Вот что является знаком зверя, это согласно моему ГОСТу, это такие признаки. Первый признак – это гордыня. А Клайв Льюис, великий христианский мыслитель, говорил, что гордыня – это самое базовое человеческое зло, из которого вырастает все остальное.
Вот что такое гордыня? Древние называли это словом «хюбрис». Это человек, который превозносит себя над всеми остальными, даже над богами. На современном языке хюбрис – это эгоизм, эгоцентризм. Я выше всех. Я самая важная часть человечества. И кто-то втайне верит, что он родился или она родилась. И это вот как раз исполнение всего божественного замысла. Вот вся история человечества до моего рождения, она шла прямо вот к моему рождению. Все было рассчитано очень точно. Вот. Мы вырастаем с таким чувством, что мы спасители, мы спасаем всех вокруг. Это хюбрис, это гордыня. Пытаться спасти всех и вся. Это гордыня, это грех, это знак зверя. Второй знак зверя – это обман. Я не говорю сейчас о мелком таком невинном обмане, или, как говорят, например, белая ложь. Там, я скажу своему больному родственнику, что он безнадежно болен, или не скажу. Это не об этом. Обман, дьявол – это отец лжи. Я имею в виду здесь намеренный обман, злодейский обман, чтобы за счет других прожить самому, заставить других людей делать то, что я хочу. Это манипуляция, это мошенничество. Вот для меня вот сейчас самые очевидные люди со знаком зверя – это телефонные мошенники. Вот они вот прямо вот туда входят, в этот отряд. Почему? Потому что я уже даже не хочу вот на звонки ваши отвечать. Я все время боюсь, что сейчас меня разведут. Мне как-то Игорь рассказывал, что его хорошего знакомого на 7 миллионов в течение дня развели по телефону. Взрослого человека. Взрослого человека. И мы вот как лохи, мы вот до сих пор верим этим телефонным мошенникам. Они нас запугали, обманули, отобрали деньги. А мы ходим и думаем, вот как дальше с этим жить? Обман. Если кто-то из ваших знакомых обманывает для того, чтобы манипулировать вами, нажиться на вас, вот это человек, у которого все по ГОСТу. Третий признак зверя, признак ГОСТ дьявола – это страх. Одна из тактик дьявола, чтобы подчинить нас, это террор. Государство использует террор для того, чтобы подчинить своих граждан. Террор используют люди, которые борются с государством. Родители используют террор, чтобы своих детей подавить. Супруги используют террор, чтобы своих супругов подавить. Мы живем с этим чувством, что нас все должны уважать и бояться. Боится, значит, уважает. И террор становится нашей ежедневной практикой. Мы хотим, чтобы нас боялись, мы хотим, чтобы нас уважали. Вот эта знаменитая поговорка «добро должно быть с кулаками» или «добро должно быть с пулеметом». Кто-нибудь видел «Проповедник с пулеметом»? Один из самых вредных фильмов, который вообще извращает Евангелие. Добро не должно быть с кулаками, добро должно быть на кресте. Добро должно нести крест. Между террором и добром нет никакой связи. Террор – это оружие дьявола, дракона и его зверей. И последний значок из этого ГОСТа – это тирания. Знаете, как я узнаю мелких и более больших антихристов? Они любят власть. Они карабкаются по вертикали власти, чтобы только чуть-чуть повыше залезть. И они используют при этом и страх, террор, и обман, и гордыня. Чем выше к власти, тем у человека нет шансов удержаться от этого знака зверя. Представьте людей, которые живут вокруг вас. Представили, есть такие люди, которые соответствуют ГОСТу? Теперь подумайте себе. Мы не такие. Но если в нас есть что-нибудь, хотя бы крошечка, у нас есть добрая новость. Агнец пролил кровь за нас.
и мы ставим его печать. Мы через его печать получаем освобождение. Мой последний, заключительный момент – это тату, которое мы выбираем. Что нам выбрать? Ну вот на этой фотографии вы видите великого и ужасного Моргенштерна. Вот кто такой Моргенштерн? Кто мне скажет? Отвратительнейший типок. Типок, типище. Который подцепил всех подростков, и, не знаю, мне дети смотрят, и я прям с ними спорю. Ну, это вот грязь, которая в князе вот вырвалась. Аморально, все его клипы, вся эта пропаганда. Как это вообще можно сказать? А все, что ему надо от жизни, это вот немножко 15 минут славы, побольше секса и побольше бабок. Вот бабла. Вот за это он себе сделает любую наколку. Вот его метод заработать деньги – это эпатаж. Вот он себе забил 666 на лоб. Там на грудь он забил себе череп и все такое. Вот. И девочки такие вот легковерные, они западают. Они, вот сейчас он там выразил свое недовольство с добрым государством, там, нашим северным соседом, и убежал в Америку, вот, чтобы там вот, зарабатывать деньги. А там, в этой Америке, его 3 шестерки на лбу никого, в общем, и не это, особенно не впечатляет, никто деньги платить за это ему не собирается. Он свел эти 3 шестерки. И сейчас просится и говорит: верните меня на родину, верните, потому что здесь вот я заработать не могу, а вот в России я добрый, я заработаю любые деньги. Вот это Моргенштерн. Алишер. Да, вот тут редкая комбинация. Алишер, Моргенштерн. А на этой фотографии вы видите реальных людей, это египетские христиане, их называют еще копты. Христианство в Египте было принято практически с 1 века. Сейчас коптов около 10% населения, они и в начале, и особенно сейчас подвергаются преследованиям. И со 2 века, вот так же, как и сирийские христиане, и ассирийские христиане принесли этот обычай в Центральную Азию, то многие ученики Иисуса наносили себе татуировку, крест, вот сюда на руку. Некоторые даже на лоб. Вот некоторые племена Центральной Азии носили такую татуировку креста на своем лбу. Ученые не знают точно, потому что они были христианами или по каким-то другим способам. Их одурачили миссионеры, сказали, что они будут жить долго, если они себе вот на лоб татуировку наклеят. Ну, не в этом дело. Но то, что в раннем восточном христианстве татуировка креста была очень важным моментом. Человек добровольно брал на себя последствия. Если власти его хватали, то вот по этой татуировке уже отказывайся, не отказывайся, ты преступник. Люди шли на рудники, люди шли на арены, потому что они знали, что у них есть выбор: либо принять печать зверя, печать империи безбожной, либо принять печать акция. Я не верю в татуировки как вот, средство осуждения или спасения. А вот сейчас эти всякие криминальные авторитеты, крест во все пузо, ничего не говорит. Все, что я хочу сказать, нам нужно выбрать, кому мы принадлежим. И держаться этого до самого конца. Здесь нужна стойкость и верность. Я хотел бы призвать вас, братья и сестры, к верности нашему Господу Иисусу.